Всем привет, с вами Светлана. Солнечный берег – это самый популярный и известный курорт Болгарии. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов со всей Европы. Одни считают его идеальным местом для отдыха у моря. Другие говорят, что здесь слишком шумно, многолюдно и дорого. Кто же прав на самом деле? Сейчас мы с вами и узнаем. Солнечный берег – имя, которое буквально у каждого на слуху, когда заходит речь об отдыхе в Болгарии. Но что мы на самом деле знаем об этом туристическом гиганте прямо сейчас, в реалиях этого года? А вы знали, что это не просто крупный курорт, а абсолютный рекордсмен, самый большой курортный комплекс во всей Болгарии? Только представьте себе эти масштабы. Широченная пляжная линия протянулась почти на 8 километров. Это не просто пляж, это самый настоящий город у моря, отстроенный и работающий исключительно для отдыха. Свою историю этот гигант начал писать довольно давно. Самый первый отель распахнул здесь свои двери для туристов аж в 1959 году. С тех пор здесь изменилось абсолютно все. Сегодня Солнечный берег имеет репутацию главного магнита для молодежи со всей Европы. Это настоящий магнит для любителей развлечений, клубов и максимально активной курортной жизни. Особенно сейчас, самый разгар сезона, который традиционно стартует в начале июня и кипит вплоть до конца сентября. И первый сюрприз, который курорт приготовил для отдыхающих именно в этом сезоне. Это масштабные и очень заметные визуальные обновления, которые коснулись главных улиц. Но об этом я расскажу позже. А пока давайте ответим на самый насущный вопрос, с которого начинается любое планирование отпуска. Когда же сюда лучше паковать чемоданы и какая вода прямо сейчас? Погода, море и подводный мир. Когда лучше ехать? Когда же идеальное время, чтобы паковать чемоданы и ехать на Солнечный берег? Давайте разбираться с климатом. Он здесь влажный, субтропический. А это значит одно. По-настоящему теплое и солнечное лето вам гарантировано. По многолетним наблюдениям и опыту тысяч туристов самым жарким месяцем традиционно считается июль. А вот если вы любите море как парное молоко, то приезжайте в августе. Именно в этот период вода прогревается до своих абсолютных максимумов. В целом же комфортный купальный сезон здесь уверенно стартует уже в июне и длится как минимум до середины, а если повезет с погодой, то и до самого конца сентября. А теперь давайте узнаем, какая температура воды на Солнечном берегу прямо сейчас. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды на Солнечном берегу сейчас. – 26,3. Мы заглянули под воду, и вот что нам удалось заснять. Буду с вами предельно честна. Вода здесь не кристально прозрачная, как на Мальдивах, но видимость несколько метров есть. В воде встречается много водорослей и попадался мелкий мусор. А от этого, к сожалению, не застрахован ни один популярный мировой курорт в разгаре сезона. Что касается волнения на море. У Солнечного берега есть огромный козырь. Он расположен в большом мелководном заливе, который имеет форму полукруга. Благодаря этой природной особенности вода здесь не только прогревается гораздо быстрее, но и большие волны явление куда более редкое, чем на курортах с открытым морем. И это, безусловно, просто плюс для семей с маленькими детьми. Итак, с погодой, температурой и морем мы полностью разобрались. А как же сюда быстрее всего добраться? И где выгоднее поселиться в этом году? Об этом в следующей части моего видео. Логистика и транспорт. Как добраться и не испортить отдых? Итак, вы летите или едете на Солнечный берег, но как же удобнее всего сюда добраться? Давайте разберем все возможные варианты. Чтобы вы лучше ориентировались, Солнечный берег – это, по сути, часть города Несебр. На юге он плавно, буквально незаметно с ним сливается, а на севере вплотную граничит с курортом Святой Влас. Это очень важно понимать для удобной навигации. Самый быстрый и очевидный способ, конечно же, самолет. Ближайший аэропорт находится в Бургасе, это всего в 35 километрах от курорта. Примерно в 100 километрах расположен аэропорт Варны. Из обоих аэропортов добраться до Солнечного берега не составит труда. Если вы предпочитаете передвигаться на автобусе, то для вас отличная новость. На Солнечном берегу есть свой собственный автовокзал. Он полноценно функционирует и расположен недалеко от самого центра курорта. Отсюда налажено регулярное сообщение со многими городами Болгарии. Например, автобусы до Бургаса отправляются каждые полчаса.
Время в пути пролетает незаметно, около 30 минут. А билет обойдется вам примерно от 5 евро. До Варны ехать, естественно, дальше, и билет будет стоить от 9 евро. Многие из вас предпочитают путешествовать на своей машине. Это дарит невероятную свободу передвижения. Однако, позвольте мне быть с вами предельно честной. Парковка на болгарских курортах – это самый настоящий квест. Особенно в разгар сезона. И к нему нужно быть морально и финансово готовым. Это в полной мере относится и к Солнечному берегу. Первое и самое важное правило, которое нужно знать каждому автомобилисту. Эвакуаторы на Солнечном берегу работают оперативно. Так что, паркуясь, будьте предельно внимательны к знакам. Но есть и отличная новость. Для автовладельцев именно в этом сезоне. Перед началом лета здесь была проведена серьезная работа, полностью уложено новое дорожное полотно на основной дороге Солнечного берега. Кое-где трассу заметно расширили и, главное, создали новые парковочные места. Если говорить о платных парковках, то цены варьируются в зависимости от близости к морю и центру. В среднем час парковки обойдется вам примерно в 1,5 евро. На многих парковочных оплата производится через парковочные автоматы. Оплатить можно как наличными, так и картой. Но когда вы уже успешно добрались до Солнечного берега, припарковали свою машину, встает следующий вопрос. Как передвигаться по самому курорту и где найти жилье? Об этом в моей следующей главе. Жилье на Солнечном берегу, отели против апартаментов. Вопрос жилья – это, пожалуй, самый главный вопрос, на котором строится планирование любого успешного отпуска. И Солнечный берег в этом плане настоящий океан предложений. Выбор здесь просто колоссальный, на любой вкус, каприз и, что немаловажно, кошелек. Где же искать идеальное жилье для отпуска? Разумеется, старый добрый букинг для поиска отелей и апартаментов и сервис Airbnb для аренды квартир от собственников. По-прежнему наши главные помощники. Чтобы провести для вас честный и наглядный эксперимент, мы взяли стандартный отрезок времени в самый разгар сезона. 1 по 8 августа на двоих. И давайте посмотрим, как изменились цены с прошлым годом. А со стоимостью аренды жилья в этом году ситуация обстоит следующим образом. Если мы говорим про классические отели, то самый простой номер без изысков сейчас можно найти, начиная примерно от 55 евро за ночь. Еще в прошлом году стартовая цена была в районе 30 евро. Если вы цените базовый комфорт и рассматриваете отели категории 3 звезды, то готовьтесь заплатить от 56 евро за ночь, против 50 евро в прошлом сезоне. Мечтаете полностью расслабиться и ищете любимую систему «Все включено»? В этом году ценник на «Все включено» стартует от 116 евро за сутки. Хотя в прошлом году можно было уложиться в 104 евро. Ну а за роскошь просыпаться под шум прибоя на первой береговой линии у самого моря в этом году придется выложить от 97 евро за ночь. Для сравнения, в прошлом году за аналогичные варианты просили от 64 евро. А что если отелям вы предпочитаете апартаменты? Здесь разброс цен тоже способен удивить. Если искать полноценные квартиры целиком, то цены начинаются от 42 евро. При этом самое большое количество хороших добротных предложений сосредоточено в ценовом диапазоне в районе 85 евро за ночь. Напомню, что в прошлом году этот средний класс апартаментов обходился туристам примерно в 70 евро. Если искать еще тщательнее, заходить на сервисы заранее и мониторить предложения, то можно наткнуться на самые настоящие скрытые жемчужины. Нам, например, удалось найти невероятный вариант. Полноценный апартамент всего за 13 евро за ночь. На территории комплекса есть даже своя парковка, что, как мы уже знаем, на вес золота. Правда, тут есть подвох. До пляжа придется добираться около 3 километров, так что везде нужен компромисс. С жильем мы полностью определились. А что же сам курорт готов предложить нам в плане удобства, инфраструктуры и передвижения? Об этом прямо сейчас. Инфраструктура, сервис и транспорт. Как устроена жизнь на курорте? Давайте начнем с внутренней логистики. Как здесь передвигаться, если вы приехали без машины или оставили ее на парковке? Курорт отлично связан регулярным автобусным сообщением со своими ближайшими соседями, историческим Несебром и респектабельным Святым Ласом. По всему комплексу вы найдете вот такие узнаваемые автобусные остановки. Стоимость проезда в этом году фиксирована и зависит от дальности вашей поездки. Маршрут Солнечный берег, Святой Влас или Несебр – 1 евро. Поездка в Равду или Елените – 1,5 евро. Доехать до Поморья – 2,5 евро. Маленький лайфхак.
Если вы планируете передвигаться на автобусах часто, имеет смысл приобрести проездной билет на 10-15 дней или сразу на месяц. Так вы неплохо сэкономите. Ну а если вы держите путь в знаменитые местные аквапарки, о которых мы поговорим чуть позже, то для вас курсируют специальные бесплатные микроавтобусы. Просто ищите на остановках фирменные таблички с логотипами водных парков. Хотите добавить свой отдых романтики или просто превратить обычную поездку в старый Несебр в мини-путешествие? Каждые 20 минут в разгар сезона от центрального пирса Солнечного берега ходят небольшие прогулочные кораблики. Билет в одну сторону в этом году обойдется 8 евро. Морские трамвайчики курсируют ежедневно с 10 часов утра и примерно до 22 часов. Так что можно спланировать отличную вечернюю прогулку. Еще один любимый всеми туристами способ передвижения – это колоритные паровозики. На них можно весело прокатиться по самому курорту или доехать до того же Несебра. На Солнечном берегу действуют 4 разные железнодорожные линии. Бегают они очень часто, буквально каждые 15 минут, с 10 часов до полуночи. Стоимость одной поездки в этом сезоне составляет 3 евро. Такси на Солнечном берегу – это сравнительно дорогое удовольствие, особенно если сравнивать с ценами в Варне или Бургасе. Все поездки здесь строго рассчитываются по таксометру, и тарифы кусаются. Плата за одну только посадку в машину – 3,5 евро. Цена за каждый пройденный километр 3 евро. Минута ожидания, например, пока вы стоите на светофоре или в пробке, евро 15. Поэтому, садясь в машину, всегда следите, чтобы водитель включил счетчик. Что касается шопинга, здесь полная свобода. На Солнечном берегу работает огромное количество магазинов одежды, есть полноценный вещевой рынок и, конечно же, колоритные сувенирные лавки буквально на каждом шагу. Нет проблемы с продуктами. В вашем расположении как мелкие круглосуточные маркеты у дома, так и огромные сетевые гипермаркеты. О ценах, в которых мы детально поговорим в следующей главе. Если понадобятся наличные, банкоматов на курорте очень много. Но будьте предельно внимательны. Перед снятием денег обязательно проверяйте комиссию. А вот полезная информация для тех, кто даже в отпуске не может жить без онлайн-шоппинга. На курорте полноценно работают офисы и автоматы местных курьерских служб. Вы можете смело заказывать товары из любых интернет-магазинов в Болгарии прямо сюда. Доставка, как правило, работает так. Сегодня оформили заказ, завтра посылка уже ждет вас на побережье. Но есть маленький нюанс. Для такого заказа обязательно нужен болгарский номер телефона. И, наконец, отличные новости для любителей комфорта, которые не хотят выходить из номера. Если в прошлом году популярный международный сервис доставки Glovo на Солнечном берегу практически не работал, то в этом сезоне приложение уже определяет адреса курорта и привозит еду. В завершении темы инфраструктуры отмечу, к началу этого сезона городские власти провели действительно большую работу. Помимо укладки нового асфальта на главной автомобильной дороге, была полностью отреставрирована и обновлена главная пешеходная улица курорта. Ну а теперь давайте перейдем к самому вкусному и насущному вопросу, к ценам на питание и обзору знаменитых пляжей. Об этом прямо сейчас. Питание на Солнечном берегу. От бюджетного стритфуда до гипермаркетов. Самое время поговорить о том, где, чем и, главное, почем можно подкрепиться на Солнечном берегу. Курорт предлагает колоссальное количество вариантов под любой бюджет. От быстрого уличного стритфуда до роскошных ресторанов с видом на прибой и самостоятельной готовки. Давайте начнем с самого быстрого и доступного варианта – уличной еды. Если вы решите перекусить на бегу в многочисленных закусочных в самом центре курорта, то цены здесь зафиксированы на следующем уровне. Пицца Маргарита весом примерно граммов 350 обойдется вам 8 евро 99 центов. За пиццу пепперони 400 грамм с вас попросят 10 евро 99 центов. Ну а традиционный освежающий болгарский шопский салат 300 грамм обойдется в 7 евро 99 центов. А что если вам хочется красивого вечера? Посидеть в уютном ресторанчике на первой линии, наслаждаясь морским бризом и шумом волн. На первой линии и центральном променаде ценники, конечно, будут повыше, но они того стоят. Давайте заглянем в меню типичного заведения среднего класса. Картофель по-баварски 250 грамм 7 евро 39 центов. За хрустящую курицу порции 250 граммов вы заплатите порядка 9 евро 99 центов. Шашлык в 500 грамм обойдется 17 евро 99 центов. Стейк из рыбы ангус черный 400 грамм обойдется 22 евро 99 центов. Килограмм мидий обойдется вам в 13 евро 99 центов. Смотрите, как устроена логистика. На самом въезде на Солнечный берег со стороны Варны расположен новый современный Lidl. А если вы заезжаете на курорт с противоположной
со стороны Бургаса, то вас встречает знаменитый огромный супермаркет «Джанет». Это магазин с ассортиментом, где можно найти практически все. Если вы выбрали для проживания апартаменты с собственной кухней и будете покупать продукты в этих двух гигантах, стоимость вашего питания на море будет максимально приближена к вашим обычным повседневным расходам дома. Так что, как видите, голодными на Солнечном берегу вы точно не останетесь. Здесь всегда есть отличный выбор под абсолютно любой кошелек. Ну а теперь, когда мы сыты и довольны, пришло время отправиться к самому главному сокровищу курорта. Встречайте, пляжи Солнечного берега. Пляжи Солнечного берега, золотой песок или есть подвох? Пляжи – это, без всякого преувеличения, самое сердце Солнечного берега, его главная гордость, визитная карточка и тот самый мощный магнит, который ежегодно притягивает сюда сотни тысяч туристов со всего мира. Пляжная полоса здесь действительно способна поразить воображение даже искушенного путешественника. Это целых 8 километров чистейшего, мельчайшего золотистого песка. В некоторых местах ширина пляжа достигает внушительных 100 метров. Что особенно радует и подкупает с первых минут, это очень пологий, плавный и безопасный вход в море. Для семей с маленькими детьми это просто идеальный вариант. Как я уже упоминала, Солнечный берег очень удачно расположен в мелководном заливе, имеющем форму полукруга. Чистота и экология Солнечного берега традиционно получают самые высокие оценки на международном уровне. Неудивительно, что и в этом сезоне все три основных пляжа «Север», «Центр» и «Юг» снова удостоены престижной международной экологической награды «Голубой флаг» за чистоту, безопасность и развитую береговую инфраструктуру. Это действительно важнейший знак качества. А теперь давайте перейдем к материальной стороне вопроса и посмотрим, во сколько же обойдется комфорт на пляжах Солнечного берега в этом году. Скажу сразу, цены фиксированы, и вам придется раскошелиться. Аренда одного вот такого зонтика обойдется вам 5 евро 11 центов. За один шезлонг придется заплатить точно такую же сумму 5 евро 11 центов. Таким образом, за полноценный стандартный комплект из 2 шезлонгов и одного зонта на весь день у вас уйдет ровно 10 евро 22 цента. Если вы планируете отдыхать на пляже каждый день, обязательно закладывайте эту статью расходов в свой отпускной бюджет. Если же пассивное лежание на шезлонге вам наскучит, скучать на побережье вам точно не придется. Здесь по полной программе представлены абсолютно все топовые водные аттракционы и развлечения. Мощные гидроциклы, безумные бананы, экстремальные таблетки и, конечно же, парасейлинг. Полет на парашюте за катером, от которого буквально захватывает дух. Правда, ценники на адреналин в этом году тоже кусаются. Например, за 10 минут полета на парасейлинге в этом сезоне придется выложить от 61 евро. А теперь небольшой секрет для тех, кто любит природу. Немногие знают, что в районе Солнечного берега находится уникальная, фантастическая природная достопримечательность. Настоящие песчаные дюны. Они не просто придают местному ландшафту особую, дикую красоту, но и являются строго охраняемой природной территорией. Пляжи Солнечного берега, без всякого сомнения, это одна из самых сильных сторон этого курорта. Но чем же еще можно заняться здесь, помимо моря? И насколько вообще безопасно гулять по местным улицам днем и ночью? Об этом прямо сейчас в следующей части нашего видео. Развлечения и досуг. Что посмотреть на Солнечном берегу и рядом? Ну что, продолжаем наше погружение в Солнечный берег. Мы с вами уже детально разобрались, как сюда добраться, где с комфортом жить, чем вкусно питаться и какие здесь великолепные пляжи. Теперь пришло время выяснить, а чем же заняться на курорте, когда пассивное лежание на песке уже наскучило. Скажу сразу, Солнечный берег – это то самое место, где скучать вам точно не придется. Помимо пляжного отдыха здесь создана колоссальная индустрия развлечений на абсолютно любой вкус и возраст. Самое настоящее сердце и главная артерия курорта – это, безусловно, знаменитая улица Цветочная. Это огромная, всегда многолюдная пешеходная аллея тянется от самого центра прямо к морю и центральному пирсу. Днем здесь вовсю кипит оживленная торговля, но по-настоящему улица оживает вечером. С наступлением темноты она превращается в бурлящий центр притяжения для абсолютно всех отдыхающих. Не менее популярен и знаменитый променад, который растянулся вдоль всей многокилометровой пляжной линии. До отказа усеянный сувенирными палатками, барами, ночными клубами и уютными ресторанчиками. Он становится излюбленным местом для неторопливых вечерних прогулок под шум прибоя. Для истинных любителей адреналина и аттракционов на Солнечном берегу работают 2 парка развлечений. Легендарный лунопарк уютно расположился в самом центре курорта. Днем здесь обычно немноголюдно, и это логично. Все аттракционы начинают свою активную работу с 17 часов и крутятся до самой полуночи. Сам парк относительно компактный. Развлечений тут найдется для абсолютно всех возрастов. Но, пожалуй, самой главной жемчужиной
жемчужиной, обязательным пунктом экскурсионной программы для каждого, кто приехал на Солнечный берег, является поездка в соседний Старый Несебр. А как насчет водных развлечений? Но только в разы масштабнее, чем на пляже. На Солнечном берегу и в близости от него работают целых 2 огромных современных аквапарка. Первый – Экшен аквапарк, расположен прямо на территории самого курорта. Второй – Аква Парадайс Несебр. Он находится примерно в 5 километрах от центра Солнечного берега. А теперь внимание! Актуальные цены на билеты в пик этого сезона. Инфляция затронула и эту сферу, поэтому давайте сравним цены с прошлым годом. В аквапарке Аква Парадайс Несебр взрослый билет на целый день теперь обойдется вам в районе 42 евро. В прошлом году он стоил 40 евро, то есть цена выросла ровно на 5%. Детский билет в этом году стоит 32 евро. В аквапарке Экшен аквапарк взрослый билет на весь день обойдется примерно в 37 евро, против 34 евро с половиной в прошлом году. Рост составил порядка 7,2%. Ну а за детский билет придется заплатить 23 евро. Если вы будете покупать билеты заранее онлайн на официальных сайтах, вы гарантированно сможете сэкономить пару евро с каждого билета. На Солнечном берегу работает просто колоссальное количество туристических фирм. Они предлагают самые разнообразные экскурсии. Например, невероятно популярная однодневная автобусная поездка в колоритный Стамбул. В этом сезоне стартует от 89 евро, а полноценный насыщенный двухдневный тур с проживанием в отеле обойдется от 120 евро. Как вы сами видите, программа развлечений на Солнечном берегу в этом году невероятно насыщенная. Но за всеми этими веселыми аттракционами, клубами и экскурсиями стоит один из самых главных вопросов. А насколько вообще безопасно отдыхать на таком огромном курорте? Стоит ли расслабляться или нужно держать ухо востро? Об этом прямо сейчас. Безопасность на Солнечном берегу. Мифы и реальность. Вопрос безопасности – это то, что абсолютно всегда волнует каждого разумного туриста. И это правильно. Особенно, когда речь заходит о таком гигантском, интернациональном и ультраактивном курорте, как Солнечный берег. Давайте разберемся, какова реальная ситуация с правопорядком здесь прямо сейчас и как сделать свой долгожданный отпуск максимально безмятежным. Начнем с официальной стороны вопроса. На Солнечном берегу есть свой собственный стационарный полицейский участок. Расположен он очень удобно, в самом центре курорта, буквально в 2 шагах от бурлящей улицы Цветочной. По официальным данным МВД и по отзывам самих ательеров, внедрение искусственного интеллекта привело к очень существенному снижению уровня уличной преступности. Однако, несмотря на все эти высокотехнологичные меры и бдительность полиции, расслабляться и терять базовую бдительность не стоит. Солнечный берег ведь не просто так называется самым громким и тусовочным курортом Болгарии. Сюда слетается молодежь буквально со всего мира. Поэтому элементарные классические меры предосторожности здесь никто не отменял. Как изменился сам облик Солнечного берега за последнее время и какие сюрпризы ждут нас на улицах прямо сейчас? Об этом в моей следующей части. Курорт за последние годы. Как изменился Солнечный берег? Солнечный берег – это огромный живой организм, который никогда не стоит на месте. Он постоянно трансформируется, подстраивается под новые тренды и развивается. Если вы не были здесь пару лет, то приготовьтесь. В сезоне этого года отдыхающих встречается действительно заметно обновленный, посвежевший и еще более ухоженный курорт. Одно из самых главных, долгожданных и масштабных обновлений коснулось самого сердца Солнечного берега – его центральной пешеходной аллеи – улицы Цветочной. Кроме того, городские власти наконец-то обратили пристальное внимание и на автомобилистов с пешеходами. На многих оживленных улицах и подъездных путях уложили абсолютно новое асфальтовое покрытие и обновили разметку. А сейчас поговорим о животрепещущем вопросе, который волнует абсолютно каждого путешественника. Во сколько же конкретно обойдется нам недельный отпуск у моря в этом сезоне? Цены на отдых, полный бюджет. Ну что, мы выходим на финишную прямую нашего обзора. И сейчас я отвечу на один из самых главных вопросов. Сколько же конкретно стоит отдых на Солнечном берегу в этом сезоне? Все подробные цены на жилье, транспорт, пляжи и рестораны мы с вами уже детально разобрали в предыдущих главах. А теперь давайте включим калькулятор, соберем все воедино и подобьем реальный, честный итоговый чек за неделю. Понятно, что полный бюджет – понятие индивидуальное. Кто-то умеет экономить, закупаясь в Лидли и Жанет, а кто-то берет отпуск по максимуму.
Но если подвести общую черту, то недельный отдых на Солнечном берегу на одного человека без учета прилета укладывается в две основные планки. При очень бюджетном подходе это проживание в недорогих апартаментах, самостоятельное питание и минимум платных развлечений можно уложиться 450-500 евро за неделю. Если же выбирать хорошие отели, каждый день обедать в ресторанах и активно пользоваться развлекательной программой, рассчитывайте на сумму от 1100-1300 евро и выше. И самый большой плюс Солнечного берега – он действительно дает вам абсолютную свободу выбора под абсолютно любой кошелек. А какие еще ключевые достоинства есть у этого курорта, за которые его так любят и выбирают тысячи туристов? Давайте разложим это по пунктам прямо сейчас. Главные плюсы Солнечного берега, за что его выбирают тысячи туристов. Почему же из года в год, несмотря ни на какую инфляцию, тысячи туристов со всей Европы выбирают именно Солнечный берег? Давайте подытожим и соберем вместе все его самые главные достоинства. Огромный выбор жилья под абсолютно любой бюджет. От совсем скромных ультрабюджетных студий за 13 евро до роскошных 5-звездочных комплексов по системе «Все включено». Вариант по душе и по карману здесь найдет абсолютно каждый. Великолепная пляжная линия, широкая, просторная 8-километровая полоса с нежнейшим золотистым песком и очень пологим безопасным входом в море. Это идеальное решение для отдыха с детьми. Плюс международный голубой флаг как официальная гарантия чистоты и экологии. Теплое и спокойное море. Благодаря уникальной форме мелководного залива вода здесь прогревается гораздо быстрее. А ее сильные волнения и штормы – это большая редкость. Развитая городская среда. Здесь есть абсолютно все для автономной и комфортной жизни. Крупные сетевые магазины, рестораны, аптеки, медицинские центры, банки и курьерские службы. Курорт живет, дышит и развивается. Европейская доступность. Несмотря на всемирную популярность, Солнечный берег по-прежнему остается одним из самых доступных морских курортов Европы. Возможность закупаться по низким ценам в обычных супермаркетах вроде Lidl или Jeanette. Это огромный плюс для семейного бюджета. Отличная транспортная логистика. Сюда легко добраться благодаря близости аэропорта Бургаса. А развитая сеть внутренних автобусов, такси и прогулочных корабликов позволяет без проблем изучать окрестности. Разнообразие развлечений. 2 грандиозных аквапарка, лунопарки, водные виды спорта, экскурсии и бурное ночное движение. Скучать тут просто некогда. Историческое соседство. Легендарный, сказочный старый Несебр находится буквально под боком. До него можно даже дойти пешком или доехать за пару минут. Ровный рельеф. На Солнечном берегу практически нет перепада высот. Вам не придется уставшими карабкаться в гору по жаре на обратном пути с пляжа. Обилие солнечных дней. Местный субтропический климат действительно балует, и шансы поймать идеальную погоду во время вашего отпуска здесь максимальные. Внушительный список, не правда ли? Но чтобы быть с вами честной до конца, я обязана поговорить и об обратной стороне медали. Идеальных мест не существует. И у Солнечного берега есть свои минусы. Основные минусы Солнечного берега. К чему быть готовым? Чтобы ваш выбор был действительно осознанным, продуманным, давайте объективно разберем, к чему стоит быть готовым и что может подпортить впечатление от отдыха. Шум, суета и многолюдность. Особенно это ощущается в пиковые месяцы, в июле и августе. Особенно в центральной части курорта. Если вы ищете тихое, уединенное место для глубокого релакса и слияния с природой, Солнечный берег, скорее всего, вас разочарует. Ночные клубы и дискотеки гремят до самого утра. А на улицах часто можно встретить очень шумные компании разгоряченной молодежи. Опасность на тротуарах. Как я уже говорила, туристы в этом сезоне массово жалуются на летающих по пешеходным зонам, на бешеной скорости людей на скутерах, электросамокатах и прочих гаджетах. А расслабиться на прогулке не получится. Нужно постоянно смотреть по сторонам. Здесь, к сожалению, нет таких безопасных и изолированных пешеходных променадов, как в Поморье. Острый дефицит зелени из-за невероятной плотной коммерческой застройки. Особенно в центре. Зеленых парков и тенистых аллей на Солнечном берегу откровенно мало. Если для вас критически важны вековые деревья и тень, возможно, вам лучше рассмотреть Золотые пески или Албену. Проблемы с парковкой. Да, в этом году дорожное полотно обновили, добавили новые паркоместа, что немного снизило градус напряжения. И ситуация здесь сейчас явно лучше, чем на некоторых других забитых курортах. Но проблема все еще актуальна. Найти бесплатное место у первой линии в сезон – фантастика. Курортная наценка и отсутствие фиксированных цен. В некоторых сферах, например, на уличных рынках, в сувенирных лавках
сетевых или в частных аптеках всегда четко уточняйте стоимость товара или услуги до момента покупки. Знание этих нюансов поможет вам либо правильно подготовиться к ним, либо вовремя понять, что вам нужен курорт с совсем другими характеристиками. А как Солнечный берег смотрится на фоне своих главных конкурентов? Солнечный берег против других курортов. Краткое сравнение: цена, пляж, атмосфера. Выбор курорта – это всегда искусство сравнения. Давайте кратко и по делу сопоставим Солнечный берег с другими популярными направлениями, чтобы вам было легче сориентироваться. Солнечный берег против Золотых Песков и Албена. Цена. Солнечный берег зачастую оказывается доступнее в плане аренды жилья и цен на услуги, чем закрытая элитная Албена, которая позиционируется как дорогой семейный курорт. С Золотыми Песками цены сопоставимы, но там холмистый рельеф и больше зелени. Пляж. Пляж Солнечного берега один из лучших в стране по ширине и качеству песка. В Албене он тоже хорош, а вот на Золотых Песках береговая полоса местами заметно уже. Атмосфера. Солнечный берег – это масштаб, гигантизм, бурная ночная жизнь и бесконечный праздник. Золотые Пески тоже активны, но с меньшим размахом. Албена – оазис тишины. Для кого этот курорт? После всего нашего масштабного разбора давайте нарисуем четкий портрет туриста, которому Солнечный берег в этом году придется по душе. Вам однозначно стоит сказать «да» этому курорту, если вы молодежь и студенты. Безумное количество клубов, баров, доступные цены на хостелы и недорогие апартаменты делают этот курорт настоящей меккой для молодых людей со всей Европы. Любители активного отдыха. Если вы не представляете отпуск без постоянного движения, музыки, ночных прогулок и ощущения вечного праздника. Семьи с детьми, ориентированные на пляж и разумный бюджет. Великолепный пологий берег, теплое море, обилие детских аттракционов и аквапарков. Если выбрать жилье на окраине вдали от шумного центра и закупаться в Лидле, ваш отдых получится максимально комфортным и бюджетным. Туристы, которые хотят, чтобы все было в одном месте, от огромных водных горок до шопинга и исторических экскурсий. Но вам точно стоит подумать дважды, если вы ищете тишину, уединение и полного ментального релакса. В центре курорта вам будет слишком шумно и суетливо. Являетесь ценителем природы, густых лесов и парков. Привыкли к ультра-премиальному сервису, роскоши класса люкс и уединенным VIP-зонам. Что интересно, несмотря на устоявшийся стереотип про Солнечный берег как об исключительно молодежном курорте, во время наших съемок мы встретили здесь очень много отдыхающих пожилого возраста. Это в очередной раз доказывает, что курорт по-настоящему многогранен. При правильном выборе локации, отеля и планировании времени здесь найдут свой идеальный комфорт самые разные поколения. Главное – четко понимать свои ожидания. Вывод и финальный совет. Мы у самой цели. И чтобы ваш отпуск прошел просто идеально. Вот несколько моих главных проверенных советов перед поездкой на Солнечный берег. Первое. Тщательно выбирайте жилье. Смотрите не только на красивую картинку номера, но и на его реальное расположение относительно шумного центра. И обязательно читайте самые свежие отзывы туристов по поводу парковки и уровня шума по ночам. Второе. Не бойтесь исследовать. Не ограничивайтесь только своей пешеходной аллеей или отелем. Третье. Всегда сравнивайте цены. Это касается еды, сувениров и особенно экскурсий. Разница в точках, расположенных в 100 метрах друг от друга, может быть весьма существенной. Четвертое. Помните о базовой безопасности. Соблюдайте простые меры предосторожности в толпе. Следите за вещами на пляже и посматривайте по сторонам из-за самокатов. Пятое. И главное, настройтесь на позитив. Солнечный берег создан для ярких эмоций, солнца и отдыха. А ваше хорошее настроение – это уже 90% успеха любого отпуска. А вы бывали на Солнечном берегу? Что вас впечатлило больше всего? А что, возможно, разочаровало или оставило равнодушным? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Ваш личный опыт будет невероятно полезен другим путешественникам, которые только планируют свой отпуск. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!